Добрый день, уважаемые зрители. Я юрист Валерий Табаков. Сегодня мы с вами рассмотрим итоги заседания вчерашнего 8 октября 2025 года по делу об убийстве Ирины Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове. Дело вызывает огромный общественный интерес, резонанс, находится в центре внимания, но, к большому сожалению, как говорят некоторые на проволыке жаль, сопровождается это дело серьезнейшими вопросами к объективности расследования и качеству доказательной базы. Моя цель – разъяснить ключевые проблемы, которые сторона защиты может видеть в этом процессе, и призвать всех, кто обладает информацией, помочь восстановить справедливость, действовать смело. В частности, я обращаюсь к человеку, который, например, звонил в полицию на линию 102 в день убийства, и который до сих пор не был привлечен в качестве свидетеля в судебное заседание, чтобы он проявил активность и, не стесняясь, дал свои показания в судебном заседании. Как это сделать, в одном из предыдущих моих видео я показывал. Поэтому давайте шаг за шагом разбирать ситуацию, основываясь на том, что произошло вчера на судебном заседании, подробнейшим образом, и по делу в целом. Ирина Фарион, насколько вы знаете, это известная филолог, защитница украинского языка, была убита выстрелом в голову вечером 19 июля 2024 года в подъезде дома номер 3 на улице Масарика во Львове. Подозреваемый, сейчас ему 19 лет, тогда было 18, Вячеслав Зинченко из Днепра. Задержан 25 июля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами», а конкретно по мотивам национальной нетерпимости, связанной с общественной деятельностью жертвы. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении, утверждая, что вина Зинченко доказана. Однако, как юрист, я, друзья, обязан указать на многочисленнейшие пробелы и сомнительные моменты в доказательной базе этого дела, которые обоснованно ставят под вопрос справедливость обвинения. А насколько вы знаете, всякие обоснованные сомнения в доказательствах вины обвиняемого трактуется согласно Конституции Украины в пользу обвиняемого. 8 октября 2025 года вчера в Шевченковском суде Львова состоялось очередное судебное заседание, посвященное допросу двух свидетелей – соседки Ирины Фарион и мастера по подключению интернета. Мастера зовут Василий, соседку я уже подзабыл имя, даже фамилию помню, мастера Василий Дума. Я видел их, как они участвовали в следственном эксперименте, как они там ходили по двору, поворачивались, что-то там записывали, составляли две схемы, плана. В общем-то, все, что они могли показать, они там рассказывали. Но теперь вот то же самое им предстояло рассказать в судебном заседании, что из этого вышло. Заседание проходило в смешанном режиме, сначала в закрытом формате для присяги свидетелей и уточнения их персональных данных, а затем в открытом судебном заседании, можно сказать, оно не открытое, а полуоткрытое, потому что был запрет на фото и видеосъемку. Это ограничение вызвано
непонятным действием суда, почему вдруг суд запрещает в открытом заседании видеосъемку. С чем это связано, мне, например, как юристу, непонятно. Процесс допроса свидетелей прерывался из-за ложного сообщения о минировании суда. И это уже стало, так сказать, привычным явлением именно конкретно касательно этого дела об убийстве Ирины Фарион. Зинченко, обвиняемый, присутствовал в зале под конвоем. Его мера пресечения – это арест без права залога, он находится в СИЗО. Мера пресечения продлена до 21 ноября 2025 года. Ну что же показали свидетели и почему их показания не могут считаться однозначным доказательством вины подозреваемого, обвиняемого? Первый свидетель – это соседка Ирины Фарион. Эта женщина, чье имя не разглашается, сообщила, что в течение почти 2 недель до убийства с 5 июля 2024 года видела молодого человека на лавочке у подъезда. Она описала его как высокого, около 1,80 м, худого, с кучерявыми черными волосами, в красной футболке, олимпийке с черной панаме и очках. По его словам, он вел себя подозрительно, постоянно сидел на лавочке, ходил туда-сюда, заходил в парк небольшой и представлялся, что он приезжий из Тернополя. В день убийства она видела, как этот человек надел красные перчатки, зашел в арку на 1–1,5 минуты, затем вышел и сел обратно на лавку. Проходя мимо Фарион, которая ждала такси с чемоданом и сумочкой, соседка, находясь спиной к Фарион, услышала звук, похожий на выстрел. Как она сказала, бух. Обернулась и увидела убегающего в арку человека в панамке и очках, а Фарион, лежащий на земле. В зале суда она, непонятно мне почему, но указала на Зинченко, заявив, что «це він сидів на лавочці». Как она это утверждает, на основании чего, трудно сказать. Опознание, насколько мне известно из материалов досудебного следствия, не проводилось. Опознание проводится обычно для свидетелей, которые видели момент преступления, видели каких-то фигурантов в деле, и выставляется как бы несколько человек, ряд, ну, скажем, до 10 человек, среди них обвиняемый, подозреваемый, и свидетель делает опознание. Здесь же в деле досудебного следствия такого опознания не было. На каком основании вдруг в зале суда без панамки и без очков свидетельница заявляет, что Зинченко – это человек, сидевший на лавке в панамке и очках, совершенно непонятно. Это вызывает подозрения, причем обоснованные подозрения, и наводит на мысль, что вот это заявление свидетельницы является заведомо ложным показанием. Но с этим еще нужно будет разобраться. В частности, я рекомендую это сделать и стороне защиты, то есть адвокатам, и самому Зинченко. Второй свидетель Василий, мастер по подключению интернета, он работал в подъезде номер 7 дома на Масарика 3, в то время, в которое происходило преступление. Затем он вышел из подъезда, подошел к своей машине, которая стояла у подъезда номер 5, для того, чтобы помыть руки. Он по ходу заметил Фарион, стоявшую с чемоданом, сумочкой и телефоном, а на лавочке молодого человека в черной панаме, очках и яркой цветной одежде. Василий находился
в 10-15 метрах от арки, когда услышал крик «Фарион», а через долю секунды выстрел. Ну или, вернее, не выстрел, а как он описал это был звук, похожий на сильную петарду. Обернувшись, он увидел, как человек в панамке и очках бежит в арку и держит при этом в руке предмет черного цвета. Был ли это предмет пистолетом с глушителем, он утверждать не берется, то есть он сомневается, не утверждает четко, что это было оружие с глушителем, как некоторые утверждают. Но во всяком случае этот черный предмет мог, например, оказаться палкой для селфи. Они бывают такого удлиненного вида, черного цвета. Ну, что там было, короче, в руках у убегающего человека в панамке и очках, неизвестно. Вот, что было дальше? Василий подбежал к Фарион. Вначале увидел, что она лежит, двигает глазами, шевелит губами. Он ее спросил, все ли в порядке, потом немного отошел. Затем опять подошел и увидел рану в голове, как он выразился, дыра была в голове от пули. Ну, от чего там была дыра, это тоже неизвестно, но он эту дыру заметил. Он же вызвал скорую, которая приехала очень быстро, но спасти, как вы знаете, Фарион не удалось. В суде, по всей видимости, он также указал на Зинченко как на человека, которого он ассоциирует с человеком в панамке и очках. Но на чем основаны, опять же, его, так сказать, указания на Зинченко, тоже непонятно. Опознания для этого свидетеля в ходе досудебного расследования не было, поэтому вот то, что он указывает на Зинченко как на человека в панамке и очках, это показания, которые можно ставить под обоснованное сомнение и вообще заниматься вопросом о том, чтобы признать эти показания заведомо ложными. Ну, поскольку само следственное действие опознания не проводилось. Ключевой момент, друзья, во всем этом. Ни один из свидетелей не видел момента выстрела. Соседка услышала звук со спины и обернулась уже после, увидев убегающего человека. Василий услышал крик, а затем выстрел, и только потом обратил свой взор в ту сторону, где он услышал то, что он услышал. Но на видео мы видели, как он находился спиной к месту происшествия, и он повернулся, и после этого уже заметил бегущего человека в панамке и очках с черным предметом в руках в арку. И вот это, то, что они не видели момента выстрела, означает, что их показания это косвенные, то есть непрямые показания. Они подтверждают присутствие человека в панамке и очках, которого они непонятно почему ассоциируют с Зинченко на месте преступления, и бегство этого человека в панамке и очках после выстрела. Но их показания, еще раз повторяю, не доказывают, что человек в панамке и очках это Зинченко, и того, что именно человек в панамке и очках стрелял в Фарион. Никто не видел, как он, человек в панамке и очках, нажимал на спусковой крючок, и никто из этих свидетелей не может однозначно утверждать, что человек в панаме и очках это стрелявший. Более того, оба свидетеля описали Зинченко в маскировке, панамки и очки, что затрудняет идентификацию лица. Даже экспертиза, которая была проведена по фотографии, и мы будем слушать показания свидетелей,
которые делали эти фотографии, она сделана с 65% закрытого лица. Причем, насколько вот я там ознакомлен с материалами экспертизы, вот особо значимая точка для опознания, для идентификации – это, значит, точка основания носа. Но эта точка, она была закрыта очками, поэтому точно определить ее местоположение эксперт не мог ни в коем случае. Поэтому все остальные его утверждения о том, что губы, там нос, глаза расположены именно так, как это имеет место расположения у Зинченко, нельзя. И еще я в этом деле заметил, что эксперт никакого внимания не уделил ушам сфотографированного человека в панамке и очках и ушам Зинченко. Они различаются полностью, потому что мочки человека в панамке и очках, они отсутствуют. То есть, а у Зинченко такие мясистые, хорошо заметные мочки ушей. И вот, по-моему, это может послужить явным указанием на то, что экспертиза, скорее всего, сделана некачественно и имеется подозрение, обоснованное подозрение на то, что она даже сфальсифицирована. Вот, поэтому показания вот этих свидетелей, соседки и мастера по интернету, делает их показания уязвимыми для оспаривания, и сторона защиты, я надеюсь, будет использовать этот факт. Теперь о проблемах с самими экспертизами. Обвинение опирается не только на показания свидетелей, но и на результаты экспертиз. Однако все эти экспертизы вызывают серьезнейшие сомнения, и защита, я надеюсь, будет их более активно оспаривать, подавать ходатайства о повторных экспертизах, заявлять о том, что экспертизы проведены некачественно, ставить их результаты под сомнение, допрашивать экспертов в судебном заседании. Все как положено. Итак, первая портретная экспертиза, вероятно, проводилась для идентификации Зинченко по фотографии, то есть по видеозаписям она не проводилась. Однако она оспаривается стороной защиты по нескольким причинам. Во-первых, Зинченко был в панаме и очках, как я уже говорил, что затрудняет идентификацию лица. Во-вторых, качество фотографии, скорее всего, не позволяет четко установить черты лица, и факт тот, что на фотографии лицо закрыто, основная точка для идентификации, то есть основание носа, это ставит, значит, вот эти вот результаты экспертизы под обоснованное сомнение. В-третьих, вот показания свидетелей, которые указывают почему-то на Зинченко как на человека в панаме и очках, они субъективны, основаны на краткосрочных наблюдениях, и причем сделанных в вечернее время. Поэтому нужно бы полное раскрытие материалов экспертизы и независимой проверки, может даже с международными экспертами, чтобы это было эффективнее, потому что давление со стороны обвинения на свидетелей, на экспертов, на суд, оно, по-моему, очевидно. И вот эта независимая проверка этих экспертиз нужна для того, чтобы исключить ошибки и манипуляции. Далее одерологическая экспертиза, основа запаховых следов с использованием служебных собак, также оспаривается стороной защиты. Это было сделано еще адвокатом Немировским. Кстати, Немировский отошел от дела после того, как Зинченко заявил, что он не нуждается в его услугах.
Но официального заявления, нужно сказать, Зинченко не сделал. Поэтому то, что Немировский самостоятельно принял решение отойти от участия в деле без официального его отстранения по ходатайству Зинченко, это, ну, друзья, вот я уже проанализировал, как я нехорошо отношусь к Немировскому, как к специалисту, как к адвокату, как к человеку. Но то, что он самостоятельно принял это решение отойти от дела, это, ну, с точки зрения адвокатской этики, может рассмотрено быть как неэтичный поступок. Поэтому Немировскому, наверное, следовало бы еще раз пересмотреть свою позицию, явиться в судебное заседание. Если уже там будет заявлен отвод, то тогда уже подчиниться этому. А самостоятельно, ну, не нужно этого, на мой взгляд, было бы делать Немировскому, потому что он единственный из адвокатов, который занимал активную позицию. Вот. Вернемся опять к кадрологической экспертизе. Она вызывает происшествия с понятыми, они содержат следы поддела. Вот. Поэтому я считаю, что стороне защиты и адвокатам нужно настаивать на пересмотре результатов этой экспертизы и привлечение независимых экспертов, чтобы подтвердить или опровергнуть ее выводы. Тем более, что сам процесс идентификации запаховых следов с помощью собак не снимался на видео, что тоже является нарушением техники проведения экспертного исследования. Следующее – это ДНК-экспертизы, и это самый тревожный момент во всем этом деле. ДНК-экспертизы, которая она проводилась трижды. Первые две ДНК-экспертизы, стул и лавка, с которых были сняты смывы и поданы экспертам для исследования, не дали никаких результатов. И это указывает либо на отсутствие биологического материала Зинченко на месте преступления, либо на ошибки в сборе образцов. Но, тем не менее, эти экспертизы показывают, что Зинченко не причастен к преступлению. То есть на месте преступления его ДНК не обнаружено. Однако вдруг ни с того ни с сего третья ДНК-экспертиза внезапно показала наличие ДНК Зинченко на стуле. И это, друзья, вызывает обоснованные сомнения не только в ошибках экспертов, а и в фальсификациях, потому что первые две экспертизы, они не дали результаты, только третья почему-то показала. Ну, во-первых, неясно, почему первые две экспертизы были безрезультатны, а третья дала положительный результат. Во-вторых, стул, на котором якобы нашли ДНК, мог находиться в общественном месте, например, у подъезда или где-то там в парке, или еще где-то. Он таскался по различным местам, даже находился у следователя. Может быть, на этот стул следователь случайно или умышленно положил одежду Зинченко, которая содержит его ДНК следы. Но мало ли чего там могло произойти. Вот. И Зинченко мог случайно, например, присесть на этот стул, который находился у следователя. В-третьих, цепочка сохранности образцов могла быть нарушена, и это допускает возможность загрязнения или, как я уже говорил, фальсификации. Поэтому стороне защиты, я считаю, нужно активно требовать проведения независимой ДНК-экспертизы, чего пока в деле не наблюдается. Адвокаты Сулейма и Вороняк не подали ходатайство о проведении независимой ДНК-экспертизы. И желательно это сделать в международной лаборатории, чтобы устранить любые подозрения в манипуляциях. Эти проблемы, друзья, с экспертизами подрывают доверие к доказательной базе обвинения. Если ключевые улики
портретная, одерологическая и ДНК экспертизы ненадежны, это ставит под сомнение всю версию следствия и стороны обвинения. Теперь еще один момент, который, на мой взгляд, чрезвычайно важен. Момент непривлеченного свидетеля с третьего этажа, который является либо упущением, либо умышленным действием следствия для того, чтобы фальсифицировать, ну, то есть не получить результат, который опровергает их версию. Еще раз говорю, это непривлеченный свидетель с третьего этажа. Это человек, который, по моим непроверенным данным, в момент убийства находился на балконе третьего этажа дома номер 3 по улице Масарика во Львове. И именно этот человек был свидетелем убийства, и именно он позвонил в полицию на линию 102. Этот человек, его имя, предположительно Алексей, в отчестве имеется буква П, наверное, Петрович, может быть, проживающий в квартире, тоже предположительно, не точно, 27 на улице Масарика 3, позвонил на линию 102. Он, по имеющимся непроверенным данным, курил на балконе и, вероятно, мог видеть ключевые моменты преступления, либо сам выстрел, либо бегство подозреваемого, либо другие детали, которые могли бы подтвердить или опровергнуть версию обвинения. Однако этот свидетель не был привлечен к допросу на этапе досудебного следствия, и сейчас его не приглашают для дачи показаний в суде. И это вызывает, друзья, серьезные вопросы к объективности следствия, ну и как результат объективности судебного разбирательства. Почему этот человек не был вызван в суд? Возможно, несколько объяснений. Следствие посчитало его показания незначительными, что это маловероятно, учитывая, что с третьего этажа открывался хороший обзор на место преступления. Звонок мог быть анонимным, и полиция не установила или не устанавливала личность звонившего. Однако записи звонков на 102 сохраняются, и следствие обязано было эти звонки проанализировать. Показания этого свидетеля могли противоречить версии обвинения. Например, он мог не видеть Зинченко в момент выстрела или заметить другого человека, и следствие сознательно исключило его из дела. Если это подтвердится, будет указывать на возможную фальсификацию улик. Непривлечение свидетеля с балкона – это либо грубое упущение, либо намеренное действие, направленное на то, чтобы отфильтровать доказательства в пользу обвинения. Сторона защиты, я считаю, обязана подать ходатайство о выяснении личности этого человека и его допросе. Если его показания действительно существуют, они могут стать ключевыми для установления истины. На данный момент обвинение опирается на косвенное доказательство, показания свидетелей, которые не видели выстрела, видеозаписи, не прошедшие экспертной оценки со 170 камер. Качество и содержание этих видеозаписей также не установлены четко, а также на оспариваемые экспертизы. Прокуратура утверждает, что Зинченко действовал по мотивам национальной нетерпимости, связанной с деятельностью Фарион как защитницы украинского языка. Однако обвиняемый не признает свою вину, полностью отрицает свою вину, указывая в том числе и на давление следствия и возможный русский след. Я не исключаю, что дело может быть политизировано, учитывая высокий общественный резонанс и личность жертвы. Дело сопровождается ложными сообщениями о минировании суда, что создает дополнительное давление на судебный процесс.
Более 900 свидетелей допрошено, 22 экспертизы проведено, но ключевые вопросы остаются без ответа. Почему никто не видел момента выстрела? Почему не работала камера, направленная на место преступления в то время, когда другая камера все же работала? Почему ДНК появилась только в третьей экспертизе? Почему свидетель с балкона не привлечен? Эти пробелы указывают на возможные манипуляции или недостаточную тщательность следствия. Как юрист я предлагаю следующие действия для защиты прав Вячеслава Зинченко и обеспечения справедливого судебного процесса. Первое. Запрос независимых экспертиз. Следует подать ходатайство о произведении независимой ДНК-экспертизы в международной лаборатории, чтобы устранить сомнения в результатах третьей экспертизы. Мы должны выяснить, почему первые две экспертизы были безрезультатны и как ДНК появилась на стуле. Затем требовать пересмотра портретной экспертизы с привлечением независимых специалистов, чтобы проверить качество фотографий, экспертной оценки и достоверность идентификации. Подвергнуть экспертизе видеозаписи. И также следует оспаривать адерологическую экспертизу, запросив полное раскрытие методики ее проведения и привлечение экспертов для оценки ее научной обоснованности. Далее анализ видеоматериалов. Нужно потребовать полное раскрытие записей 170 камер, чтобы проверить, подтверждают ли они присутствие Зинченко в момент выстрела и исключают ли других лиц. Мы должны убедиться, что видео не были отредактированы или выборочно представлены. Вы, наверное, осознаете, что показания свидетельницы, например, говорят о том, что человек в панамке и очках непрерывно находился на месте преступления в течение 2 недель, в то время как в то же самое время Зинченко, как показывают записи с камер, разгуливал по Львову, заходил, значит, в пузатую хату, делал все свои дела, в то время как человек в панамке и очках находился во дворе на Масарика 3. Дальше третье. Необходимо подать ходатайство о получении записи звонка на линию 102 от человека с 3-го этажа дома на Масарика 3. Установить его личность, вызвать в суд для дачи показаний. Его свидетельство может быть решающим, если он видел детали, противоречащие версии обвинения. И нужно подготовиться к допросу тайного свидетеля, которое состоится на следующем заседании 15 октября 2025 года, который якобы видел убийцу без маскировки в лесу. Нужно тщательно подготовиться к этому допросу, чтобы выявить возможные противоречия или субъективность в его показаниях. Также необходимо обжаловать процессуальное нарушение, если подтвердится, что следствие сознательно игнорировало свидетеля с балкона или допустило нарушение в сборе улик, например, с ДНК. Защите следует потребовать признания этих улик недопустимыми и пересмотра дела. Но для этого нужно, опять же, подать ходатайство стороне защиты. Также необходимо работать с общественным мнением, учитывая резонанс дела, важно продолжать информировать общественность о проблемах в расследовании. И я буду использовать свой канал для того, чтобы донести правду и предотвратить давление на суд. Что касается свидетеля с 3-го этажа, я обращаюсь к этому человеку, который вечером 19 июля 2024 года находился на балконе 3-го этажа дома номер 3 на улице Масарика во Львове и звонил в полицию на линию 102.
Уважаемый, вы можете обладать ключевой информацией, которая поможет установить истину в этом деле. Если вы видели момент убийства, бегства подозреваемого или любые другие детали, в результате которых вы позвонили на 102, прошу вас выйти на связь. Вы можете обратиться ко мне, Валерию Табакову, как юристу, освещающему процесс дела Фарион, или непосредственно в суд. Я в одном из своих видео разъяснил, как свидетель без инициативы адвокатов, без инициативы стороны обвинения, без инициативы суда, по собственной инициативе может подать свое заявление в суд для того, чтобы его привлекли в судебный процесс в качестве свидетеля и дать показания. Ваши показания могут предотвратить судебную ошибку и защитить невиновного человека от несправедливого наказания. Если вы опасаетесь за свою безопасность, то вам могут обеспечить конфиденциальность и предоставить защиту. Не молчите, правда должна восторжествовать. Дело об убийстве Ирины Фарион, друзья, это не только трагедия, но и тест для украинской судебной системы. Мы не можем позволить, чтобы общественный резонанс или политическое давление привели к осуждению человека на основе слабых или сомнительных доказательств. Показания свидетелей 8 октября не подтверждают факт выстрела Зинченко. Экспертизы вызывают вопросы, а непривлечение свидетеля с балкона наводит на мысли о возможных манипуляциях. Сторона защиты должна бороться за справедливость, требуя тщательнейшей проверки всех улик и привлечения всех возможных свидетелей. Я призываю всех, кто следит за этим делом, сохранять объективность и не поддаваться эмоциям. Если у вас есть информация, которая может помочь следствию или защите, свяжитесь со мной. Вместе мы можем добиться правды. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Донаты принимаются. В комментарии и в описании этого видео, в первом закрепленном комментарии под видео, будут реквизиты, на которые вы можете отправить свои донаты. Еще раз спасибо за внимание. До новых встреч на этом канале.